Мария Антуанетта была 15-м ребенком в королевской династии Габсбургов в Австрии. Ей было 14 лет, когда ее отдали замуж за французского наследника Людовика XVI, а когда она стала королевой, ей было всего 19 лет. Мария Антуанетта любила музыку, танцы, развлечения, театр. В общем, сейчас бы ее назвали тусовщицей. Внешне Мария Антуанетта не была красавицей для своего времени. Описывают, что у нее были кривоватые зубы, которые, правда, потом выпрямили, тяжелая нижняя челюсть, орлиный нос, слишком высокий лоб, который тоже не подходил под стандарт того времени. Но у нее было природное обаяние, которое притягивало и располагало к себе людей. По этикету Версаля она не могла надеть одно платье дважды, поэтому приходилось много шить. Она часами рассматривала эскизы, которые ей предлагала Роза Бертен, ее министр моды. Самые распространенные детали ее стиля – это много бантов, лент, рюшек, пастельные оттенки, которые создавали легкость и наивность образу, высокие напудренные прически со сложными конструкциями. В общем, тот самый стиль рококо. Ее платья нередко вызывали самые разные эмоции – от восхищения, удивления, недоумения до возмущения. Например, платье а-ля полонез, вдохновленное польским нарядом, вызвало возмущение ее матери. Не пристало королеве показывать лодыжки. Платье было коротким для того времени. А платье креола, его еще называют платье королевы, либо платье шемис, было слишком прозрачным и походило на сорочку. Так она хотела изобразить пастушку, при этом пояс был вышит золотом, чем вызвало возмущение у бедняков. Она часто организовывала балы, театральные представления, карточные игры, регулярно заказывала свои портреты, вполне себе пиар-акции и работа над личным брендом. И, конечно, она стала фэшн-инфлюенсером по всей Европе. А Роза Бертен стала самым влиятельным кутюрье по всей Европе. Франция укрепилась в звании центра моды. Во время французской революции королевская семья была помещена под домашний арест в Париже. А после попытки бежать их посадили в другую тюрьму. Условия содержания стали еще хуже. В 1793 году короля Людовика XVI казнили. 8-летнего сына Марии Антуанетты отняли и содержали отдельно. С ребенком очень жестоко обращались, спаивали его вином, и есть мнение, что развращали. Мария Антуанетта находится в ужасном состоянии после казни мужа, потери сына, а также плохого собственного здоровья. У нее кровотечение, подозревают, что у нее был рак матки. В таком состоянии ее ведут на суд, где показывают свидетельство сына против нее. Историки пишут, что, судя по почерку, ребенок был в невменяемом состоянии, и ему подсунули эти бумаги на подпись. Так, через несколько месяцев после казни короля в 1793 году Марию Антуанетту обезглавили на нынешней площади Согласия в Париже. Стилем Марии Антуанетты вдохновляется по сей день.